Здравствуйте, зрители проекта «Рыцарь и волк». Сегодня я открываю цикл видеосюжетов о произведениях, которые связаны с художественным образом рыцаря и эстетикой средневековья. В этом видеосюжете я расскажу вам о фильме, который оказал огромное влияние на проект, хотя об этом я узнал совсем недавно. Представляю вашему вниманию фильм «Леди Ястреб». Впервые фильм был показан в 1985 году. Фильм является совместным производством кинокомпаний «Братья Ворнера» и «20 век Фокс». Он был снят режиссером Ричардом Доннером, который подарил миру одну из самых знаковых экранизаций Супермена, а затем все фильмы серии «Смертельное оружие» и легендарные «Байки из склепа». Лорен Шулер-Доннер, супруга Ричарда и продюсер фильма, работала почти 4 года над запуском производства этой ленты. Фильм номинировался на «Оскар» за лучший звук и за лучший монтаж звука и получил премию «Сатурн» за лучший фэнтези-фильм и лучшие костюмы. Не стоит и сомневаться, что фильм «Леди Ястреб» – это грандиозная и большая работа. Прежде чем рассказать о сюжете фильма, я хочу развеять один миф о нем. В рекламе фильма утверждалось, что он основан на старинной средневековой легенде о рыцаре Бесклаврите, который умел превращаться в волка. Об этом также рассказывают все аннотации к фильму. Было бы здорово применить это к обзору, и я решил наверняка узнать, о какой легенде идет речь. Оказалось, что это не совсем правда. Это был пиар-ход для рекламной кампании, который, однако, одобрили не все создатели фильма. На сайте IMDb есть официальная информация о том, что сценарист фильма Эдвард Хмара подал жалобу в Американскую гильдию писателей. Он утверждал, что данный сюжет является его выдумкой и получил от братьев Уорнеров денежную компенсацию, поскольку компания не смогла доказать обратного. Слухи о происхождении сюжета так и не были опровергнуты до конца, но эта небольшая неприятная деталь не уменьшает качеств фильма. Я смотрел его неоднократно в юности, но только после повторного ознакомления я осознал, насколько это интересная картина, в особенности, когда изучил историю ее создания. Главную роль в фильме исполнил незабываемый Рутгер Хауэр. Доннер предлагал ему сыграть одного из антагонистов, рассматривая на главную роль Курта Рассела, но Рутгер Хауэр боролся за то, чтобы получить главную роль в фильме. По словам актера, он с юности увлекался средневековым боем на мечах и мечтал о похожей роли много лет. И когда Курт Рассел отказался от съемок, Рутгер Хауэр бросил все свои дела и приехал в Италию буквально за несколько дней до начала съемок. В своих интервью он признавался, что был готов умереть за главную роль в этом фильме. Давайте узнаем, удалось ли ему не ударить в грязь лицом и претворить в жизнь свою мечту. В центре сюжета фильма «Леди Ястреб» находится история о рыцаре по имени Этьен Наварский, у которого есть здоровенный фамильный меч, даже больше, чем меч, сделанный для нашего проекта, и конь по имени Голиаф. Есть чему позавидовать. Этьен Наварский путешествует не один, а в обществе прекрасной девы по имени Изабо Анжуйская в исполнении Мишель Пфайффер. Кстати, имена героев, скорее всего, имеют исторические прототипы, хотя это не официальная информация. Наварский – это титул, обозначавший принадлежность человека к одной из правящих династий королевства Наварра, которая некогда существовала и граничила со средневековой Францией. Например, к таким людям принадлежал король Наварры, а впоследствии Франции Генрих IV. Анжуйская – тоже невыдуманный титул. Династия Анжуйских действительно существовала в Англии. К примеру, титул принадлежал Маргарите Анжуйской, королеве-консорт Англии при Генрихе VI. В фильме не рассказывается о том, где именно происходят его события, но исходя из имен можно предположить, что это либо Франция, либо Англия XIII века, хотя фильм снимался в Северной Италии. По сюжету фильма Этьен и Изабо влюблены в друг друга, но их любовь превратилась для них в проклятие.
В Изабо Анжуйскую был также влюблен и могущественный религиозный лидер, скрывающийся за громким титулом епископа. Узнав о любви Этьена и Изабо, он заключил сделку с самим дьяволом, чтобы наложить проклятие на рыцаря и деву. Из-за этого проклятия Изабо Анжуйская стала днем превращаться в ястреба, и только на заходе солнца она вновь становилась человеком. Этьен же от вечерней до утренней зари стал жить в обличии волка. И с тех самых пор Этьен и Изабо обречены всегда быть вместе, но в то же время никогда не видеть друг друга в истинном человеческом обличии. В фильме Этьен Наварский и его фантастические возможности появляются не сразу. Сначала зрителя знакомят с миром фильма, в центре которого находится средневековый город под названием Аквила. Этим городом правит властный и жестокий религиозный лидер, тот самый, что проклял Этьена, и который не гнушается избавлять от жизни всех инакомыслящих. Затем нас знакомят с одним из осужденных на смерть, вором по имени Филипп Гастон, которого сыграл молодой и еще не знакомый с Годзиллой Мэтью Бродерик. По сюжету, его герой в самый последний момент сбегает из-под плахи, тем самым подняв на уши весь город. Сцена его побега напоминает мне другую, не менее потрясающую сцену освобождения. О, Боже! Клёво! Внимательный зритель, скорее всего, подметит, что не совсем разумно поднимать из-за побега всего лишь одного вора целую армию. Ведь он даже не украл никакой статуэтки или бриллианта. Но мне показалось, что таким образом авторы фильма сразу решили выложить все карты на стол. В этих вступительных сценах побега Филиппа они показывают, что это будет исключительно приключенческая и юношеская история, которая собирается пожертвовать историчностью ради эмоциональной составляющей. Прелюдия фильма также насыщена и желанием поразить зрителя визуальным разнообразием. Зритель, оказавшись среди гор, возле реки, в лесу или в яблочном саду, сможет почувствовать, как и сам герой, самую настоящую свободу. Только после этого Филипп встречается с главным героем фильма, рыцарем Этьеном Наварским, который спасает незадачливого воришку от городской стражи. И где бы вы думали, завязывается эта история? Разумеется, в таверне. И разумеется, в таверной драке. Другого и быть не могло. Все как в классическом фэнтези. С этого момента фильм меняется. Акцент смещается на историю героя Рутгера Хауэра, и вместе с тем метаморфозу претерпевает и предназначение Филиппа в истории. Хотя все внимание зрителя будет в дальнейшем привязано к нормандской стати Рутгера Хауэра, роль Филиппа Гастона останется незыблемо важной в этой истории до самого конца. Теперь именно через его наблюдение зритель и будет знакомиться с фантастической сутью всего произведения и историей Этьена. Кстати, в фильме снималось несколько ястребов. У одного из них была кличка Спайк. Все ястребы принадлежали к породе краснохвостых сарычей, которые, однако, никогда не водились в Европе. Такие птицы живут только на севере Америки. Прошу прощения за то, что немного углубился в сюжет. Хотя фильму уже много лет, вполне вероятно, что найдутся те, кто его еще не смотрел. С другой стороны, сюжет фильма и так раскрыт в его аннотации, и будьте уверены, что он следует этой аннотации до самого конца. В этом смысле фильм не преподносит сюрпризов. Практически с самого начала понятно, что добро здесь обязательно победит. Этьен Наварский воссоединится с Изабо. Вначале я нашел странным, что фильм не скрывает интригу. Но потом я понял, что у сюжета есть достоинства, которые открываются только наблюдательному зрителю. Фильм «Леди Ястреб» — это не самый исторически достоверный фильм. При просмотре зрителю может показаться, что фильм как будто бы ломает собственные средневековые декорации. Упрощенным насилием, фэнтезийными доспехами дворцовой стражи, метательными двуручными мечами и другими немного комичными сценами. Капитан Наварро. Франческо. Капитан. Да это же просто приз за самую короткую роль второго плана в истории.
Это вызывает улыбку, а еще небольшое смущение, особенно при осознании, что все то огромное количество насилия, которое причиняет Этьен Наварский, в общем-то осуществляется ради любви и вселенской справедливости. Во вторую очередь следует сказать, что фильм отдает должное жанру фэнтезийного кино. Он настраивает зрителя на определенный увеселительный тон. Однако, на мой взгляд, он не пытается погрузиться глубоко в фэнтезийность и развлечения. И хотя фильм позволяет себе типично фэнтезийные ковбойские выкрутасы и самое серьезное отношение всех героев к волшебству, фэнтезийное здесь не является самоцелью, оно обслуживает драматический элемент. В обычных фэнтезийных произведениях, будь то фильм, книга, игра или мультфильм, все магические глупости довольно часто выставляются как самоцель происходящего, а герои изъясняются клятвами, торжественными заявлениями и угрозами эпохального значения. Часто это делает произведение совсем уж развлекательным и оттого вульгарным. И хотя сейчас подобные произведения стали намного умнее, многие из них до сих пор не сравнятся с тем, как с эстетикой фантастического обходится фильм «Леди Ястреб». Его повествование можно сравнить с рассказом мальчишки, который с гордостью и куражом рассказывает о своих похождениях, но немного приукрашивает и преувеличивает их, чтобы придать важность рассказанному. При этом история все равно не кажется пошлой или глупой, она захватывает, она кажется вполне реалистичной и не вызывает испанского стыда. За счет чего фильм добивается такого эффекта? Именно здесь следует обратить внимание на, пожалуй, самое незримое, что есть в фильме, что, однако, делает его, несмотря на фантастичность происходящего, реалистичной и увлекательной симуляцией жизни. С каждым витком развития сюжета большая часть героев претерпевают различные нравственные изменения. Под воздействием друг друга они меняют взгляды на свою жизнь, и в конечном итоге меняется и природа их деяний. Трусливый Филипп становится храбрецом и спасителем, Этьен отказывается от гордости и чести ради друзей, предатель Империус раскаивается и изобретает способы искупить содеянное, а Изабо Анжуйская избавляется от сомнений и убеждается в верности своей любви. Все это демонстрирует принцип нравственной эволюции человека. Нам показано, как через раскаяние и самопожертвование герои отказываются от эгоистичных желаний и обретают нечто большее – смысл в борьбе за счастье друг для друга, а не только для себя. Они становятся семьей, где принято проявлять заботу друг о друге. Этот принцип хорошо иллюстрирует сцена, когда Этьен приходит в ярость от того, что его фамильный меч, который он планировал украсить сразу же после победы над епископом, был просто потерян его спутниками. В этот момент Филипп проявляет себя настоящим храбрецом. Впервые он напрямую конфликтует с Этьеном, но только от того, чтобы защитить его от него самого. В этот момент Этьен узнает, что Филипп едва не погиб, спасая его в обличии волка, и после оказывается в силах поступиться своей гордостью. В этом смысле итоговое избавление Этьена и Изабо от проклятия нужно расценивать не как фактическое событие, а как метафору к избавлению человека от бессознательного и животного состояния в пользу более сознательного, ответственного и гуманного сосуществования с другими людьми. Злодеи же в этом фильме не меняются вовсе, они остаются верны своей эгоистичной и оттого животной парадигме. В итоге они погибают один за другим от своих же собственных деяний, их настигают их же собственные грехи и последствия их злобы и алчности. Все это в совокупности можно расценивать как нравоучение, которое во многом близко к европейской христианской морали. Как к этому относиться, решать зрителю, но я убежден, что оно не имеет религиозного или проповеднического толка. Напротив, в фильме главным антагонистом является церковный служитель, который полностью дискредитирует свою общественную роль. Мне кажется, что через роль епископа авторы фильма стремились показать трагедию нашего общества, когда люди, которые еще не испытали себя в настоящей заботе и ответственности о ком-либо, начинают занимать общественно значимые роли. Такие роли требуют нравственной работы над собой. Такие роли исключают служение только себе самому. И в этом смысле даже Филипп Гастон после своего акта храбрости мог бы стать более ответственным лидером, чем епископ. Такой вот урок, друзья. Мир фильма «Леди Ястреб» показан крупными мазками, и хотя в нем есть множество с любовью сделанных деталей, здесь историчность принесена в жертву театральности и эмоциональности.
Как я уже отмечал ранее, в фильме есть эстетические нюансы, которые могут быть восприняты зрителем по-разному. Метательный двуручный меч мы уже обсудили. Теперь посмотрите на шлем главного героя. Он выглядит красиво, но совсем не практично. Теперь взгляните на эти мечи из фольги. Этот нелепый способ держать оружие у гвардейцев епископа. Неужели бутафоры в Голливуде никогда не видели ножны для мечей? В такие моменты фильм показывает свою стилизованность, но я не увидел в этом ничего плохого. Фильм очень старается быть приключенческим, отсюда и яркая одежда, комичные сцены и упрощение насилия. В остальном же фильм бережно старается создать иллюзию большого и средневекового мира, в основном за счет натуралистичных съемок и красивых панорам. Оператором картины выступил Витторио Сторара, которого можно назвать гением в своем деле. Взгляните на этот полет ястреба, на эту природу и на эти величественные панорамы древних городов и замков. Многие панорамные сцены в фильме скомпонованы как будто по золотому сечению, а камера специально задерживается в такие моменты, чтобы создать эффект ожившей картины. Это завораживает. Главными съемочными площадками фильма стали природа возле гор Кампо Императоре и древняя архитектура Северной Италии в регионе Абруццо. Замок Рокко Калашио стал пристанищем отца Империуса. В некогда военной крепости Санчино рядом с городом Кремоной снимали сцены у городских ворот. Внешней стороной Аквилы стал огромный и хорошо сохранившийся замок Террахиара возле города Парма, а внутренней стороной столицы стали виды городка Кастель-Аркуато. Все замки из этого списка принадлежали заслуженному режиссеру театра и кино Лукино Висконти и его семье. При просмотре фильма я обратил внимание, что многие сцены были подвергнуты цветовой коррекции. Посмотрите на это пурпурно-красное свечение. Оно сопровождает значительную часть сцен. Ночные сцены и сцены, изображающие сумерки, также имеют особую цветовую обработку. И при детальном рассмотрении мне показалось, что ночные сцены и вовсе снимались днем. Для эффектов 1985 года это искусная работа с цветом кадра. Правда, я даже не могу себе представить, как она была достигнута. Если вы знаете про это что-нибудь, напишите об этом в комментариях, мне интересно об этом узнать. В остальном я не нашел такие эффекты уместными всегда. В некоторых сценах они выглядят надуманно, особенно когда следом идут сцены без них. В основном фильм снимался в натуралистичных условиях, но финальную сцену в храме, когда Этьен вступает в схватку со стражей епископа, снимали внутри павильона в старейшей студии Чинечето, которая находится в сердце Рима. Внутри павильона бутафоры создали потрясающие декорации. Из ДВП, штукатурки, камня и плитки был построен настоящий собор с коринфскими колоннами. По словам Рутгера Хауэра, это было необходимо, так как получить разрешение на съемки в настоящей итальянской церкви было бы просто невозможно тяжело. Не говоря уже и о том, что в таких помещениях всегда есть сложности с освещением, что делает невозможным качественную работу оператора. Во время съемок боев в храме Рутгер Хауэр потерял 9 килограмм. Настолько они были изматывающими. Помимо того, что каждый съемочный день Рутгера начинался с облачения в специальный костюм ручной работы с сотней отверстий и шнурков, чтобы подготовиться к съемкам в храме, ему дополнительно приходилось скакать на лошади днями напролет и в свободное время заниматься фехтованием с тренером. Но именно эти съемки принесли актеру самое большое удовольствие. Финальная схватка в храме интересна и другими особенностями. В этой сцене костюм Этьена был дополнен сиреневой тряпицей и прядью волос. Что же это означает? В начале фильма, когда Этьен и Филипп встают на привал, рыцарь достает большой сиреневый платок, от которого, судя по всему, и была оторвана тряпица. В этот момент герой становится словно уязвим, его лицо омрачает печаль и смущение, и после этого без всяких слов становится понятно, что этот платок принадлежит Изабо. В фильме не показано, как герой перевязывает этой тряпицей руку или откуда взялась прядь волос. Возможно, эта сцена была, но в итоге ее убрали при монтаже.
Но скорее всего создатели фильма решили сразу убрать это за кадр. Этот маленький ритуал, исполненный Этьеном перед финальной схваткой, в совокупности со сценой в начале фильма демонстрирует глубокие любовные переживания главного героя и передает всю степень ответственности, которую он возложил на эту схватку. Пожалуй, именно это и есть то самое мастерское исполнение в кинематографе, когда чувства героя показываются, а не декларируются через диалоги. Здесь авторы без единого на то слова не только смогли без лишнего пафоса описать чувства героя, но и позволили зрителю проявить самостоятельность и внимательность. Ох, кажется, мы слишком увлеклись главным героем и чуть не забыли о жемчужине фильма Мишель Пфайффер, вокруг которой вьются и Этьен, и Филипп, и епископ, и вся королевская рать. Образ Изабо, пожалуй, самый романтический образ женщины, какой я только видел в кино. Изабо предстает перед зрителем в образе едва ли не порочном и потому нереалистичном. Но благодаря какому-то особому волшебству фильма, ее образ не вульгарен и потому притягателен. Мне не удалось найти каких-либо интервью Мишель Пфайффер о фильме, поэтому я могу только предположить ее отношение к нему, но буду надеяться, что этот фильм был для нее так же важен, как и для Рутгера Хауэра. Я считаю проект «Рыцарь и Волк» в первую очередь музыкальным, поэтому я не могу пройти мимо музыкальной составляющей фильма. Автором музыки фильма выступил Эндрю Пауэлл, британский музыкант, композитор и продюсер. Оригинальный саундтрек записывался в содружестве со старейшим лондонским симфоническим оркестром с незамысловатым названием «Филармония». Первая версия саундтрека была выпущена на виниловых пластинках и кассетах в 1985 году. Она включала 14 композиций. Затем в 1996 году был выпущен расширенный саундтрек на CD-диске, состоящий из 23 композиций. И только в 2015 году появилось полное лимитированное издание саундтрека на 2 дисках. Обложки этих изданий совершенно по-разному оформлены. Лично мне понравился вариант для виниловой пластинки. Она аскетичная и потому, на мой взгляд, запоминается. Наверное, в свое время любой коллекционер пластинок был бы рад получить такой экземпляр. Что до оформления лимитированного CD-диска, то на нем авторы зачем-то решили увековечить метательный цвейнхайдер главного героя. Какая самоирония! Как мне удалось выяснить, у Эндрю Пауэлла есть крупные музыкальные достижения, к которым можно отнести участие в променад-концертах BBC, аранжирование ряда известных поп- и рок-исполнителей и, конечно же, участие в записи дебютного альбома проекта Алана Парсонса. Важно сказать об этом альбоме. Он называется Tales of Mystery and Imagination, и он был создан под влиянием мистического творчества американского писателя и поэта Эдгара По. Алан Парсонс – это знаменитейший музыкант, один из главных экспериментаторов своего времени. Я бы поставил его работу на один уровень с произведениями Вангелиса, который создал саундтрек к «Бегущему по лезвию» и к «Завоеванию рая». Этих авторов объединяет то, что они одними из первых начали использовать сочетание симфонической музыки с электронной, и саундтрек к «Леди Ястребу» – представитель именно такого музыкального сочетания. Алан Парсонс выступил продюсером саундтрека, но вероятно, что он оказал на музыку Эндрю Пауэлла больше влияния, чем может показаться на первый взгляд. Саундтрек к фильму, созданный Эндрю, это музыкальная эклектика, какую еще нужно поискать. На мой взгляд, это прямое продолжение идей проекта Алана Парсонса и его дебютного альбома. Я бы назвал саундтрек к фильму арт-роком, где различные инструменты сплетаются и чередуются с самой неожиданной последовательностью. Здесь есть и гитары, и синтезаторы, и струнная секция, и ритмичные вставки, характерные для рока. Считается, что саундтрек к фильму «Леди Ястреб» оказал большое влияние как на жанр фэнтезийного кино, так и на подход к саундтреку в кино в принципе, что в первую очередь выражается в сочетании классического симфонического звучания саундтрека с электронной музыкой. Не думаю, что авторы саундтрека были совсем уж первопроходцами, но они точно использовали лучшие практики, чтобы его сделать. Саундтрек фильма дает самые разнообразные эмоции, и каждое настроение можно отделить характером игры инструментов и их количеством.
Кажется, что саундтрек использует вообще все, что только можно. Здесь есть даже хоральные песни, а мелодия, под которую танцует Изабелла Филипп, это настоящий итальянский танец XIV века под названием тротто. Музыка фильма подходит к его приключенческому характеру. Она задорная, яркая и иногда романтическая. Если вам нравится экспериментальная музыка, которая находится на стыке нескольких классических жанров, то, возможно, прослушивание этого саундтрека принесет вам немало удовольствия. Впервые я посмотрел этот фильм еще в детстве, но я и не мог вообразить, что буду делать на него обзор и что буду так тщательно его рассматривать. Фильм «Леди Ястреб» оказал большое влияние на проект и на мою любовь к образу рыцаря, а также дал связь между художественными образами рыцаря и волка. Для меня это просто потрясающая находка. Вот так, возможно, мы и изобретаем будущее, бессознательно используя то, с чем когда-то столкнулись в детстве. Может ли этот фильм удивить сегодня? У фильма много достоинств, которые можно расценивать не только с позиции ностальгии. Здесь есть запоминающиеся герои, крутые замки, юмор вне времени и потрясающая работа с животными в кадре. Сюжет фильма не замысловат, но он все равно захватывает, сколько бы раз вы его не пересматривали. Для современного взрослого человека фильм не будет большим развлечением, но он будет полезен, чтобы напомнить себе о нравственном аспекте в своей жизни. Как я уже говорил ранее, в фильме присутствует незримая сторона, рассказывающая о нравственной трансформации человека через самопожертвование ради других. Здесь зритель, возможно, сможет увидеть и себя, и понять, где он в жизни больше зверь, а где больше человек. В заключение я хочу попрощаться с Рутгером Хауэром. Его не стало совсем недавно, летом 2019 года. Он запомнился мне по ролям в фильмах «Бегущий по лезвию», «Приветствие Джаггера», «Побег из Собибора», «Бомж с дробовиком», «Мельница и крест» и «Слепая ярость». Многие фильмы с его участием отчасти сформировали тот язык мышления, которым я обладаю как автор и как человек. На его месте в фильме «Леди Ястреб» мог оказаться кто-то другой, но сила мечты привела его к этой роли, и рыцарем стал он. Рутгер Хауэр точно знал, кем он хочет стать, и он им стал, благодаря труду и упорству. Этим примером реализации мечты я готов восхищаться. Если вам понравился этот обзор, расскажите о нем друзьям, подписывайтесь на канал и вступайте в группу проекта ВКонтакте. У нас еще будет много интересного.